Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня 10 апреля, 7 утра. Я собираюсь к своей ученице на занятия в студию. И на улице вот такое. Не, в принципе, если не будет дождя, по крайней мере, какого-то глобального и сильного, то нормально. Но вот, не знаю, вроде бы так сверху, может, с крыши капает. Но это, я так понимаю, узнаю, когда на улицу выйду. А я еще, как всегда, собиралась после погулять. Тут я и не знаю как раз. Ладно, сейчас буду умываться, готовить завтрак, собираться. Я встала за где-то 2 часа, чуть больше до выхода. Нет, за 2 часа. Сейчас сделаю вот такой гамаш от Новосвит с муцином улитки и от Organic Kitchen патчи под глаза. Они у меня хранятся в холодильнике вот в этой голубой упаковке и в черной с зеленой этикеткой. Это крем для рук, но я его использую как маску для лица. Шикарно работает. Сейчас я буду готовить завтрак, как всегда, овсянку и кофе. Завтрак готов. Сейчас я позавтракаю и буду собираться дальше. Ну а сейчас во время завтрака посмотрю какие-нибудь видосики. Сейчас я возьму с собой яблоко, помою, порежу. Сейчас сменила пакет мусорный. Нужно будет не забыть выбросить. Помою яблоко и порежу его дольками. У меня есть приспособление убирать серединку, но, честно говоря, мне так проще. Да и посуду меньше мыть. Гораздо быстрее. Если много яблок, а тут вполне можно так справиться. Я всегда взвешиваю, все заношу в калькулятор калорий. Он, кстати, сейчас подорожал, и оплата на YouMoney не как раньше автоматически. Ну ладно. Мне все равно он нужен. Так, и икеевский пакет. Очень удобный. Ну, если что, я думаю, ему всегда найдется замена этим пакетиком. Главное закрыть хорошо. Ну, а это я беру как раз-таки вот с собой: морковка, яблоко, пирожок с картошкой и плюшка. Потому что если я буду гулять, то гулять я буду долго. Ну, если вдруг я пойму, что погода совсем не прогулочная и поеду домой, значит, немножко пересмотрю свое меню. Конечно же, термос и кружка. Пакетики с чаем у меня в рюкзаке. Я уже успела пропылесосить и теперь буду краситься. Если останется время, то я еще помою полы. Если нет, то нет. Ничего страшного. Главное, что пропылесосила. Ну, вообще, наверное, я просто нанесу тональник и, возможно, тени. Тушью пользоваться не буду, она у меня не водостойкая, но в принципе не подводит, но неохота на длительную прогулку. Выхожу уже из дома, налила себе кофе. Лифт по-прежнему делают, меняют. Так что пешком. Иду к метро, но в принципе, как я и предполагала, мелкий дождик, прям совсем мелкий. Это нормально. Под таким дождем я даже люблю гулять, поэтому никаких проблем. Вот если
весь день такой дождик будет, то, в принципе, это явно не помеха. А так, довольно-таки тепло. Я, естественно, без шапки, перчатки не взяла. И уже на мне тоже черная курточка, но такая совсем легкая. Я, кстати, как ее купила, я ее за 3 года носила всего пару раз. Уже в студии. Сейчас будем заниматься. Налью себе воды. Уже иду после занятия по Новослободской. Заварила себе цикорий. Иду уже к Динамо. Осталось недолго идти. Вот здесь такое место, что если на дороге лужи, то вообще без вариантов. Обрызгают только так. Но сейчас, по счастью, сухо. Можно было спокойно идти. Я, когда из дома вышла, у нас там и ветра не было, и довольно тепло. А по Новослободской шла, было прям ветрено. Пришлось капюшон нацепить на себя. У меня даже получилось 2 от кофты и от куртки. Ну вот здесь вроде уже нормально, но руки в кармане держу, потому что, ну как-то так, прохладненько. Уже прошла в одну сторону по своим любимым аллейкам. И сейчас иду в обратную сторону. В принципе, комфортно. Не знаю, буду я по 2-му разу. Я обычно в одну и в другую сторону прохожу. По 2 раза. Ну, сегодня не знаю, потому что нужно ехать все-таки домой и как-то пытаться с Ютуба спасти видео. Мне дали ссылку, что типа в контакт можно все это дело залить. Ну, хотя бы так, потому что из контакта, в принципе, потом можно уже потихоньку видео скачивать на съемный диск, потому что я сама это вручную, ну, как бы не смогу сделать именно. Конечно, в идеале было бы именно скачать сразу на диск, но 2000 с лишним видео это нереально. Поэтому как-то так. Ну, здесь я, по крайней мере, знаете, для меня какое-то место силы, я как-то заряжаюсь, ну, практически всегда по полной программе. Редко бывает, когда меня это не заряжает, но сегодня как-то наполовину, знаете. Как бы с одной стороны я иду, получаю огромное удовольствие от того, что гуляю, и чувствую, что вроде бы я и успокаиваюсь, и все такое, а с другой стороны вот эта паника меня гонит домой что-то делать, хотя я понимаю, что, ну, как бы если я даже погуляю по полной программе, я никуда не опоздаю. Вот. Но просто переживания, они все равно никуда не уйдут. Вот это, по сути, такая безвыходность. Она очень круто отражается на здоровье, на всяких там, в общем, да. Поэтому, не знаю, посмотрим, может быть, и раньше закончу прогулку. Хочется, честно говоря, всегда в своих видео делиться исключительно позитивом. Но просто, знаете, сейчас, я не знаю, я столько сил вложила и в Инстаграм, и в Ютуб. И для меня сейчас это просто что-то.
То есть это там, знаете, не то, что типа заработок. Да, он как бы есть, но это не... Скажем, это какая-то уже ощутимая сумма. Но, допустим, ладно, без нее можно как-то прожить. А вот это все силы вложенные. И беда в том, что если смотреть еще через VPN наверняка будет можно, то, например, видео загружать. Вот будет вопрос вообще с этим. И опять же, даже если полностью выключит монетизацию, это полбеды. Потому что если это когда-то вернется, важно, чтобы у нас была возможность загружать видео. Потому что если упадет статистика, просмотры, вот это будет вернуть. То есть получится, что и на наших площадках путного не выйдет. И на Ютубе может быть потеряно. Собственно, о чем, как бы, например, моя партнерка и говорила, что о всяких развитиях ситуации. А в моей жизни вообще слишком часто бывает так, что ты чего-то делаешь, вкладываешься, всю душу вкладываешь, и когда это, иногда это в принципе не приносит ничего, а бывает так, что это что-то как только начинает приносить, сразу обламывается. Это тоже не добавляет оптимизма, то есть с какой стороны не посмотри. Ни оптимизма, ни уверенности. И самое главное, что мне, допустим, сейчас нужно там про свой интернет-магазин думать, а я вынуждена там спасать видео и прочее, и я даже не понимаю, во что это выльется-то, в принципе. К слову сказать, мой интернет-магазин уже месяц как проплачен. Сегодня подписка истекла, а я товар не выложила. Только недавно пришла упаковка. Я еще до сих пор не все сделала, потому что, приходится такой вознёй заниматься. Я уже свои любимые аллейки прошла. Один раз туда и обратно. И сейчас решила устроить себе перекус. У меня тут морковка и чай. Я всегда здесь люблю устраивать перекусы, обеды, ужины. Мне тут очень-очень нравится. Я предыдущий фрагмент, когда снимала, что-то я очень разнервничалась, но я вспомнила, что у меня на телефоне есть медитация, которую я записала на одном вебинаре. И, пожалуй, это единственная медитация, которая на мне сработала, причем с первого раза. Обычно меня это не расслабляет, меня это бесит. А тут, пожалуй, впервые она на мне сработала. Я не знаю, почему-то я и решила поэтому записать. Видимо, интуиция сработала, что нужно включить запись. Так что наслаждаюсь. Сразу и успокоилась, и все продышала. И вообще замечательно. Мне еще очень нравится это место. И надо сказать, в общем-то, в любое время года. Здесь прям классно. Хотя здесь везде классно. В общем, я посидела, отдохнула и решила еще прогуляться. Все-таки так, как я привыкла. Я прошла уже 15 километров. Для меня это, в принципе, немного. Обычно, мой рекорд это 32 километра, поэтому это так. Ерунда.
Но все-таки, ну это прям считается от дома, там до метро, от метро, потом от Новослободской сюда, тут прошла. Ну и, в общем-то, сейчас еще похожу здесь. Потом мне нужно будет зайти в авиапарк, в Ашан, купить хлеб черный, и можно будет ехать домой. Ну, а там уже засяду за всякие там вот эти дела с Ютубом и прочим. Ну вот после медитации у меня вообще совсем другие ощущения. Я прям уже в своей тарелке, как говорится, уже с другим настроем, с другими эмоциями. Но надо в такие моменты, знаете, себя почаще заставлять включать этот трек. Но дома, скорее всего, я бы, наверное, за успокоительным потянулась. Но тут у меня его не было, поэтому... Не, вообще, по-моему, был в косметичке. Таблетки какие-то. Типа Паксил или Атаракс, не знаю, что-то было. Вот, но я вспомнила, думаю, надо подышать. Помогло. Какие-то идеи стали появляться. Я уже пришла домой, мне вообще несказанно повезло. Потому что, ну, я пошла туда купить мешки для мусора. Как всегда я беру, ну, вроде как заканчиваются. Ну, даже если нет, одну взяла. Ну и вот, и мне еще нужен был хлеб и кефир. Собственно, взяла я мешки, взяла хлеб, и потом пошла к отделу, где продают кефир, и там, ну, как водится, стоит такой холодильник, где все со скидками. И тоже народ толпится, я, естественно, подошла. Смотрю, мой кефир, вот этот вот. Но, правда, знаете, я его брала, когда он мне понравился. А вот, например, последний раз, когда я вот брала, он был не очень приятный. Какой-то вот резкий вкус был. Но дело не в этом. Ладно, я все равно решила взять. Он стоит 30 рублей, очень даже неплохо. Ну и, в общем, я смотрю, он продается по 16 рублей с копейками. Вот, 40% скидка. Ну, написано, что 27 с чем-то вообще, но я не знаю, может быть, это была сначала цена с какой-то скидкой, потому что вообще он 30 рублей стоит. Не, ну, может, конечно, подешевел, в Ашане и такое бывает, даже сейчас. Вот. Ну, и я взяла, потому что там срок годности, типа, как бы 11 апреля, то есть завтра, заканчивается, но... С кефиром ничего не будет, ну, в том плане, что я одну упаковку открою и дня за 3 выпью, так что это нормально. А из второй я напеку как раз-таки оладьи, блины, вот, и заморожу все это дело. Прекрасно просто. Ну, согласитесь, по современной жизни по 16 рублей кефир. 16,34. Это Калужская область, кстати. И я еще подумала, что, ну, у меня яйца всегда есть в запасе. Но я так подумала, что я еще одно, другое, третье буду печь. И как-то вот. И тут внимательно смотрю, и вот это вот меланж, 12 яиц, Грово удобное яйцо, за 57 рублей 69 копеек.
Ну, конечно же, я взяла. Это тоже завтра, типа, срок годности, ну так я и использую все сегодня на выпечку. Вообще прекрасно, я считаю. Очень довольна покупками. Потребовалось сходить в пятерочку за яблоками, поэтому еле-еле иду. Натрудила ногу и не знаю, короче, это пройдет, ничего страшного, но вот сейчас прям очень-очень больно. Я еще ходила в пятерочку с больной ногой, не знаю, что-то перетрудила. В общем, купила яблоки, потому что, ну, так как придется эту бутылку с меланжем использовать, то уже сделаю шарлотку. Ну и, соответственно, раз уж пошла, купила морковки, огурец и помидор. Почему один огурец и один помидор? Это поясню для тех, кто впервые на канале. Мне, как правило, такого огурца и помидора хватает на несколько дней. Вот. И если я покупаю больше, такое было не первый раз, уже что что-то портилось. Поэтому я предпочитаю огурцы, помидоры, то есть то, что съедается не за раз, а портится быстро, покупать вот в одном экземпляре. С морковкой все проще, потому что морковка идет и когда я готовлю пищу, и так я ее ем. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 рыжая 3 8. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи, пока-пока.